Мы поговорим о XRP. Мы поговорим о ситуации в банковской сфере, обо всем понемногу. Так что давай взглянем на ситуацию со стороны. Правительство США и Уоррен Баффет находятся в контакте на фоне опасений банков. С какой стати им теперь разговаривать с Уорреном Баффетом? Этому парню 92 года, и он все еще говорит о долгосрочных инвестициях. И к тому же, на мой взгляд, он абсолютно не имеет отношения к технологиям, потому что ненавидит криптографию. Все криптовалюты, а не только биткоин. Почему Уоррен Баффет ненавидит биткоин? Есть много причин, по которым великий инвестор Уоррен Баффет ненавидит биткоин и криптовалюту, потому что они не имеют ценности, являются непроизводительным активом. Тем не менее, их ценность в интернете искусственна, и Уоррен Баффет считает, что это абсолютно мошенническая торговая платформа и схема Понци. Почему бы Белому дому не пойти и не поговорить с кем-нибудь намного моложе, кто понимает, что мы больше не инвестируем в криптовалюты, мы инвестируем в технологии будущего. Мы инвестируем в Ripple XRP, которые прямо сейчас могут легко исправить нашу нынешнюю банковскую ситуацию. Я считаю, что им нужно перестать оглядываться в прошлое каждый раз, когда возникает какая-то проблема. Смотри в будущее. Эта администрация ненавидит криптографию. Помни об этом в следующий раз, когда пойдешь на избирательные участки. И прежде чем ты превратишь это в политическую дискуссию, если бы Байден был республиканцем, я бы написал в Твиттере то же самое. И я тоже так на это смотрю. Мне все равно, республиканец он или демократ. Я инвестирую в криптовалюту. Я собираюсь проголосовать за человека, который борется за криптографию, который безумно любит криптографию, хочет продвигать США вперед с помощью инноваций, с помощью криптографии. И ты должен сделать то же самое, потому что это тоже твои деньги. Каждый раз, когда что-то происходит с этой администрацией, они, похоже, всегда обвиняют криптографию вместо того, чтобы принять ее. Администрация Байдена предлагает ввести 30% налог на потребление электроэнергии для биткоина и криптодобычи. Это было первое, что он сделал. Но затем он сделал и это. Президент Байден призывает удвоить налог на прирост капитала. Теперь, когда я говорил об этом в видео, по-моему, в минувшие выходные люди говорили, что прирост капитала не имеет никакого отношения к криптографии. Ты что, издеваешься надо мной? Когда криптовалюта взлетит, ты будешь платить налоги за то, что зарабатываешь на своей криптовалюте, а именно за прирост капитала. Прямо сейчас он составляет 20%. Так что подумай об этом вот так. Если твой XRP принесет тебе $1 миллион, ты заплатишь $200 с нуля в виде налогов. Однако в соответствии с этим предложением ты будешь платить $400 с нуля в виде налогов. Вот в чем дело. И именно поэтому я всегда говорил, что всякий раз, когда они выходят с нормативными актами и говорят о нормативных актах в этих рамках, они всегда также связаны с налогами. Они хотят быть уверены, что мы с тобой платим свою справедливую долю. Я не думаю, что им вообще следует увеличивать прирост капитала. Может быть, следующий президент придет и наложит на это вето. Может быть, мы могли бы вернуться к 20%, если это вступит в силу, потому что это совсем нехорошо. Однако прирост капитала выходит за рамки этого. Он переходит в собственность. Допустим, ты унаследуешь собственность в будущем или продашь недвижимость в течение первого года, как будто ты перепродаешь дом. Это тоже относится к приросту капитала. Всемирный экономический форум настаивает на прекращении наличных денег в условиях банковского кризиса. Почему Всемирный экономический форум когда-либо позволил бы хорошему кризису пропасть даром? Всемирный экономический форум приветствует возможность, предоставленную глобальным банковским кризисом, для продвижения к своей цели – созданию безналичного общества. Всемирный экономический форум Глосса Шваба считает, что недавний крах нескольких крупных банков создал идеальный аргумент в пользу прекращения использования наличных денег. Так что мы были правы, когда говорили, что этот банковский крах, скорее всего, был совершен специально для того, чтобы привести к появлению CBD. Всемирный экономический форум объединился с ключевыми банковскими элитами, чтобы представить планы по искоренению традиционной денежной системы и замене ее централизованной цифровой наличностью. Эта идея уже некоторое время продвигается Всемирным экономическим форумом в рамках программы «Великая перезагрузка». Может быть, вместо той массированной кибератаки, о которой мы всегда слышали, о которой мы думали, или того массового отключения электроэнергии, глобального отключения электроэнергии. Может быть, этого не произойдет. Может быть, вместо этого мы будем наблюдать падение банковской системы, нынешней финансовой системы. Тогда следующим шагом будет компания CBD.
И ты знал, что они собираются сделать заявление по этому поводу. Разоблаченный Джордж Сорос показал себя главной движущей силой судебного преследования Трампа и предстоящего ареста. Почему мы продолжаем позволять этому человеку управлять нашей страной? Позволь мне сказать тебе кое-что. Если он делал это с Байденом, я скажу то же самое, что и сейчас. Этому парню нужно прекратить вмешиваться во все, что происходит внутри этой страны. Я все еще верю, что он вмешивается во все наши выборы, и этот парень зло, чистое зло. И его следует остановить. Посмотри еще раз, сколько этому парню лет, и он еще один из тех, кто ратует за падение США, а также за великую перезагрузку. Предупреждаю 200 американских банков, которым грозит крах в стиле банков Кремниевой долины. Таким образом, 200 других банков также могут пострадать. В США насчитывается 186 банков, которые могут обанкротиться, если половина их вкладчиков быстро снимет свои средства. Согласно новому исследованию, опубликованному в исследовательской сети социальных наук. Как ты думаешь, сколько людей прямо сейчас начинают забирать деньги из банков? Как ты думаешь, сколько людей все еще даже за пределами криптоиндустрии чувствуют себя комфортно в банковской системе сейчас? Скорее всего, нет. Большинство из них, наверное, бегут за деньгами. Просто храни там достаточно денег, чтобы оплачивать счета. И это разумное решение прямо сейчас, потому что я считаю, что они создают предпосылки для того, чтобы эти банки рухнули. Они хотят, чтобы это произошло. Запомни вот что. Главный ограничивающий фактор прямо сейчас – это то, что у всех есть достаточная уверенность в том, что система будет работать правильно, и что они готовы переключить переключатель и позволить ей производить крупные необратимые платежи без вмешательства. Помнишь, как это сказал Джоэл Кац? Многие люди считают, что мы сейчас находимся в такой ситуации. Мы находимся в том самом переломном моменте. Многие люди считают, что это как-то связано с ISO. ISO для криптографии равен 222. Соответствуют ли криптосистемы стандарту ISO и могут ли они использоваться банками? Теперь мы знаем, что лишь горстка криптосистем привязана к этому, и многие люди считают, что это будет та переходная точка, когда мы внезапно увидим стремительный рост цен на XRP. Но я не думаю, что это произойдет в одночасье. Я думаю, что он будет постепенно расти, а затем в один прекрасный момент он просто достигнет некоторого более высокого значения. Потому что я верю, что центральные банки мира в какой-то момент установят эту денежную стоимость на XRP. Это не может быть очень дешево. В этом нет никакого смысла. Если бы XRP стоил $1, им понадобился бы миллион XRP, который стоил бы $1 миллион. Если бы XRP стоил $1 миллион, им нужен был бы один XRP, который опять же стоил бы $1 миллион. Помнишь, как Дэвид Шварц сказал это? У многих людей в сообществе XRP есть идея, что XRP составит $1 миллион, основываясь на этом твите давным-давно. Но вдобавок ко всему, они также считают, что XRP за $10 с нулем вполне возможен. Другие считают, что он вырастет до 50 тысяч, другие до 128 тысяч. Я думаю, что произойдет вот что. Если XRP будет использоваться для перемещения большой стоимости из одного CBD в другой, это не может стоить дешево. Это просто не может быть так. Это невозможно. Но я верю, что потребуется время, чтобы достичь этих более высоких показателей, и я говорю это потому, что хочу подготовить тебя к наихудшему сценарию развития событий. В лучшем случае мы видим, как происходит миграция большого взрыва, и внезапно вы просыпаетесь на следующий день. А XRP стоит $1000 или может быть 2000 в любом случае. Это была бы наилучшая из возможных ситуаций. Но ты всегда должен думать про себя. В чем же смысл? Не каждый банк сразу же согласится принять участие в проекте. Не каждая страна согласится принять участие в проекте прямо сейчас. Это будет происходить постепенно. Вот почему я сказал, что это может занять некоторое время. Но я действительно верю, что $500 XRP вполне достижимы в ближайшем будущем, потому что я верю, что нынешний банковский кризис, который происходит прямо сейчас, ускорит процесс многих вещей. К тому же ты должен посмотреть на то, как закончится дело в SEC. Один из главных вопросов, стоящих перед Федеральной резервной системой на этой неделе, заключается в том, насколько банковский кризис ужесточит финансовые условия, что было основной целью усилий по повышению процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией. Теперь я чувствую, что ФРС находится в безнадежной ситуации. Подумай об этом. Он повышает ставки, и все больше банков терпит крах. А это может быть именно то, чего они хотят. Но если он не повысит ставки, то верно, мы станем свидетелями инфляции.
Так что на самом деле это безнадежная ситуация. И я верю, что он все равно будет настаивать на повышении ставок. Потому что я считаю, что именно в этом и заключается вся их повестка дня, которая на самом деле происходит на заднем плане. Я верю, что ФРС также настаивает на том, чтобы ввести CBD и создать равные условия для игры. Кроме того, в США есть встраиваемая система APS Ripple и Ripple для трансграничных платежей. Это потрясающая новость. Да, это старая новость 2017 года, но для большинства это совершенно новая новость. Большинство людей даже не знают, кто такой APS, так что давайте начнем с этого. APS – швейцарский мультимеждународный инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги, основанные и базирующиеся в Швейцарии. APS сохраняет присутствие во всех крупных финансовых центрах, как крупнейшее швейцарское банковское учреждение в мире. Теперь они сотрудничают с компанией Ripple. Вот это последние новости. Итак, APS покупает Credit Suisse. Акционеры не имеют права голоса. APS получает кредитную линию от Центрального банка на $1 миллиард. На этой неделе наступили сумасшедшие времена. Повсюду разлетаются пластыри, чтобы система не развалилась. Теперь ты видишь, как Ripple можно легко привязать ко многим крупным банкам. Может быть, не напрямую, а через партнерские отношения. Все финансовые вопросы так или иначе каким-то образом ведут обратно к Ripple и XRP. Вот почему я всегда говорил, что это одна из величайших инвестиций, которые вы когда-либо можете сделать. Всегда держитесь за свой XRP изо всех сил, потому что сейчас мы переживаем сумасшедшее время, когда может случиться все, что угодно. Отправляю XRP на Луну. Это то, чего я действительно жду. Но, как я уже сказал, я хотел подготовить тебя к наихудшему сценарию развития событий, а в лучшем случае мы получим тот самый момент переключения передач. Но с учетом сказанного я собираюсь закончить это видео. Я хочу поблагодарить вас всех за просмотр. Я благодарен всем вам за просмотр моих видео. Увидимся в следующем видео.